Впрочем, сейчас на Западе не просто не только тем, кто говорит и думает по-русски, но и тем, чье мнение идет вразрез с официальной позицией. Даже если ты легенда с армией поклонников. В число неугодных попал один из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Все из-за его позиции по спецоперации. На неделе музыкант выступил на заседании Совбеза ООН, где вновь обвинил именно Запад в разжигании конфликта. За свои убеждения он уже пострадал, но менять их не собирается. Тимур Серазиев подтвердит. Музыкант, который изменил рок. Активист, который верит в справедливость и сражается за нее. Освободите Джулиана Ассанжа сегодня. Роджер Уотерс – легенда музыки и просто неравнодушный человек. На заседании Совета Безопасности ООН Уотерс выступает от лица миллионов простых жителей планеты, чьи интересы, по идее, и должны представлять политики. Молчаливое большинство обеспокоено тем, что ваши войны, да, ваши войны, ибо это вечные войны не по нашему выбору, что ваши войны уничтожат планету, которая является нашим домом. И вместе со всеми живыми существами мы будем принесены в жертву на алтарь двух вещей. Прибыль от войны, чтобы набить карманы очень-очень немногих, и гегемонистский марш той или иной империи к однополярному мировому господству. Его цель – показать всему миру обратную сторону украинского конфликта. По мнению Роджера Уотерса, специальная военная операция на Украине была спровоцирована Западом, который сейчас увеличивает поставки оружия Киеву с одной только целью – получить от этого выгоду. Мы те многие, кто не участвует в прибылях военной промышленности. Мы не хотим растить своих сыновей и дочерей, чтобы обеспечить фураж для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный курс действий сегодня – призвать к немедленному прекращению огня на Украине. Никаких «если», никаких «но», никаких «и». За это выступление представитель Украины назвала Уотерса кирпичом в стене российской пропаганды, тем самым намекая на хит группы Pink Floyd, который написал Роджер Уотерс. Намек получился так себе. Стена ведь как раз про то, о чем говорил Уотерс, мясорубка для миллионов ради выгоды для избранных. Их называли космическими музыкантами, которые создали формулу рока. Роджер Уотерс был тем, кто и запустил ракету под названием Pink Floyd к звездам. На доме, где впервые сыграли музыкант, установлена памятная табличка с именами создателей группы. Одним из них и был Роджер Уотерс. Впрочем, сейчас он знаменит не только как автор и исполнитель песен. Его знают и уважают в том числе за активную жизненную позицию, которую Уотерс никогда не скрывает. Он называет себя гуманистом и гражданином мира. Если где-то нарушают права человека, то он обязательно скажет об этом. Роджер Уотерс – ярый критик политики Израиля в отношении Палестины. Он выступал за освобождение всех арестованных протестующих на недавних митингах в Иране. И всегда старался помочь нуждающимся, участвуя в благотворительных проектах. Когда началась специальная военная операция на Украине, Роджер Уотерс также не стал отмалчиваться. Суть этой войны в действиях НАТО, которая прижалась вплотную к российским границам и ответных шагах. А Альянс ведь обещал этого не делать. Горбачеву, когда с ним вели переговоры о полном выводе советских войск из Восточной Европы. В этом интервью Уотерс словно учитель, который разбирает с учеником его ошибки и объясняет то, что ведущий CNN понимать не хочет. Сейчас на концертах вы показываете монтаж с людьми, которых вы считаете военными преступниками. И на экране, как я понимаю, появляется в том числе фотография Байдена с подписью «Начинающий». Как это понимать? Момент с президентом Джо Байденом? Да. Ну, во-первых, он разжигает войну на Украине, а это уже очень серьезное преступление. Интервью вышло в эфир в начале августа прошлого года. Спустя 2 месяца Уотерс снова критикует Джо Байдена за попытки повлиять на ситуацию внутри России. Разве ты не учил, когда был ребенком, Джо, что 23 миллиона русских умерли, сражаясь с нацистами, спасая тебя и меня от тирании Третьего Рейха? Русские сделали это. И что ты думаешь, они обратят внимание на тебя, когда ты говоришь, что им нужен новый лидер? Ты объединяешь русских людей вокруг Владимира Путина. В адрес Уотерса посыпались оскорбления в социальных сетях и обвинения в продажности. На этой волне Польша отменила выступление музыканта, а депутаты городского совета Кракова, где планировались концерты, объявили Уотерса персоной нон-грата. Его концерты запретили потому, что у него неправильный взгляд на войну на Украине.
Украине. И вот теперь под вопросом гастроли в Германии. Именно поэтому журналисты одного из самых читаемых изданий немецкой столицы, Berliner Zeitung, решили взять у него интервью. Может, Уотерса неправильно поняли? Так предваряет это интервью автор статьи. Оказалось, нет, поняли верно. В феврале прошлого года именно Путин решился на атаку. Он начал то, что до сих пор называет специальной военной операцией. Он сделал это по конкретным причинам. Если я их правильно понял, они таковы. Русские хотят остановить потенциальный геноцид русскоязычного населения Донбасса. Русские хотят бороться с нацизмом на Украине. Есть юная украинка Алина, с которой я обменялся длинными письмами. Я написал ей, что слышу ее и понимаю ее боль. Она меня поблагодарила, но подчеркнула, что я ошибаюсь в главном. Я на 200% уверена, что нацистов на Украине нет. Я ей ответил: извини, Алина, но ты ошибаешься. Как ты можешь жить на Украине и не знать? Ранее Роджер Уотерс заявлял, что украинский конфликт глазами западных журналистов – это пропаганда и ложь. Поэтому в этот раз он очень подробно объясняет то, о чем в Германии принято молчать. Во время Второй мировой войны большая часть населения Западной Украины решила сотрудничать с нацистами. Они убивали евреев, цыган, коммунистов и всех, кого хотел уничтожить Третий рейх. По сей день существует конфликт между Западной Украиной с Алиниными нацистами или без них, с одной стороны, и Восточной, Донбасс, и Южной, Крым, Украиной с другой стороны. И есть много русскоязычных украинцев, потому что она была частью России на протяжении сотен лет. Путин всегда подчеркивал, что он не заинтересован в захвате Западной Украины или во вторжении в Польшу или любую другую страну. Он говорит следующее. Он хочет защитить русскоязычное население в тех частях страны, где оно чувствует угрозу со стороны крайне правых властей, находящихся под влиянием переворота на Майдане в Киеве. Переворота, который, по общему признанию, был организован США. Железная логика Уотерса немецкого журналиста не устраивает, но все его попытки оспорить очевидное разбивались о факты. Мы поговорили с украинцами, которые могут доказать обратное. США, возможно, поддержали протесты 2014 года, но в целом авторитетные источники и свидетельства очевидцев предполагают, что протесты возникли изнутри, по воле украинского народа. Интересно, с какими украинцами вы разговаривали? Я могу представить, как некоторые утверждают это. С другой стороны, подавляющее большинство украинцев в Крыму и Донбассе проголосовало на референдумах за воссоединение с Российской Федерацией. После публикации интервью призывов отменить концерты в Германии стало еще больше. Однако в социальных сетях Роджер Уотерс пообещал, что обязательно выступит перед своими европейскими поклонниками, призвав ничего не бояться, и добавил: «Правда освободит нас». Тимур Саразиев, Дмитрий Волков, Юлия Заграничного, Сергей Чувелло, Первый канал, Лондон.